Здравствуйте, меня зовут Мия, и сегодня мы с вами поговорим про такое явление, как Макленнон. Макленнон – это название пэринга Пола Маккартни и Джона Леннона. И по ним есть столько контента, что хватит на одно или даже несколько 10-часовых видео. Столько информации очень сложно сформировать так, чтобы не упустить ничего важного, поэтому я решила перехитрить систему и сократить историю их взаимоотношений в набор основных моментов. И в конце этого видео, я думаю, вы сможете сформировать свое мнение о том, насколько интересен тандем этих двух величайших музыкантов современности. Ну вот такое предисловие, собственно, приятного просмотра. And we thought we'd do a number of an old estranged fiancé of mine called Paul. Когда ты далеко, то все идет прекрасно, все как в волшебной сказке. Когда ты не со мной, я знаю тоже, что могу быть полной стервой. Ты делаешь мне нервы, когда она с тобой. Она повсюду ходит за тобой, она не знает, что на студии ты мой, пускай она уйдет домой. Может, это просто месть. Учти, принцесса в этой башне уже есть. И если бы мой папа был бы здесь, то между вами выбирать пришлось бы мне опять. Ты тут же просишь извинений, и зачем? Я знаю, ты мне врешь. Ты не жалеешь, это ложь. Когда-то раньше повсюду были вместе, вдвоем писали песни. Теперь ты не со мной. Я не хочу умолять и не стану страдать. Во всем обвинишь меня, что ж так держать? Я не расскажу тебе никогда, но в зеркалах вижу я только тебя. Мы не похожи, нет. Я не хочу тебя слушать. Я загляну в твою душу и напишу свой альбом. Тебя нареку словом, а ты обзовешь мои песни музлом. Скажешь, что жалок я, глупый, смешон до слез. Я не поверю, ведь ты не всерьез. Они подстрекают тебя, ты все еще любишь меня. Это неправда о том, что нас больше нет. Ты просто ждешь, нажав спину в ответ. Сегодня ты злишься, а завтра меня простишь. А я вспомню нашу поездку в Париж. Помнишь, хотели сбежать, мир без подачи куда послать. Все было брошено.
you said you loved him, and that love comes through in the book. Did he love you? Yeah, I don't think it was. Yeah, I think he did actually. Did he? Теперь, когда этот трейлер по мотивам взаимоотношений Джона Леннона и Пола Маккартни завершен, то, наверное, стоит сделать какие-то выводы. Очень странно, конечно, делать выводы из отношений реальных людей. У некоторых отношений нет никакого вывода вовсе, мне кажется. Но здесь итоги нам поможет подвести сам Пол Маккартни при помощи своей песни Here Today, которую он написал после убийства Джона Леннона. В ней есть строчки: Пол позднее пояснил, что эта строчка является центральной в песне, и, впрочем, вот, посмотрите на видео. As 16-year-old, 17-year-old Liverpool kids, you could never say that. It just wasn't done. So I never did. I never really just said, John, love you, man. You know, it's never got around to it. So now it is great to just realize, how much I love this man. Sometimes you want to say something nice to someone, but you think, I'll leave it till tomorrow, I'll do it another time, it'll keep. And then suddenly it's too late, and you don't have that opportunity. So this next song is written in the form of a conversation that me and John didn't get to have. И вот такой, в принципе, и вывод. Никогда не бойтесь признаваться в чувствах, потому что о чувствах важно говорить вслух. Это помогает нам расти над собой, развиваться и просто стать свободнее и счастливее. Также подтверждает тот факт, что говорить о чувствах важно, многочисленные интервью Пола Маккартни, где красной нитью проходит сомнение во всем, что связано с его отношениями с Ленноном. Вот один такой яркий пример. A lot of the talk was that like I was the villain, and that John and I didn't really get on well, and there was a lot of down talk about it because everyone was sad the Beatles had broken up, and I kind of bought into it. I thought that you were the villain? A little bit, because when you're called it enough, you start thinking, well, maybe I was, So I had to do a lot of sort of wrangling with, wasn't I? Did I know John? Were we friends and anything, Knowing really we were, but there were so many rumors about it. And that photo, when I saw that, it's like, yes, we were friends. And it's a beautiful photo for me because it just reminds me of us working together and how cool it was. Обсуждать отношения друг с другом может быть очень тяжелым, нудным и даже кринжовым занятием, но это необходимо, чтобы избавиться от чувства недосказанности и неопределенности. В общем, для меня этот пэринг – это термоядерный коктейль чувств. Мне кажется, что их отношения уникальны, и их невозможно уложить в стандартные определения любовники, друзья, партнеры. Это отношения, которые не поддаются объяснению и обладают огромной силой и энергетикой. Поэтому было, не было, кто они друг другу, неважно. Главное, что это было в реальной жизни, и это потрясает воображение. И если вас заинтересовал данный пейринг, то в описании есть ссылки на дополнительную информацию по Макленнону. И, собственно, это был канал «Территория мегаломании и нарциссизма». Всего вам самого прекрасного. Люблю, целую, пока. И Антон, земляничные поляны навсегда.